Мы обещали, что придем на кофе, и Абдалла нас ждал. Мы ему пообещали, что придем завтра, а пришли аж через неделю. Миш бокра, баад сбуа, сах? لا دي جت اسبوع Сбуа. ايوه Зай бокра. هي قال جاي بكره Это местание? يس Он тебя ждал, Виктория. Он ждал тебя всю неделю, каждый день. Он выходил на дорогу и думал, где мои... Почему ты опоздала, спрашивает. Почему целую неделю я тебя ждал? Почему? Почему ты не пришла на следующий день? Я хотела в день праздника прийти. انتوا وحشتيني على فكره Он по тебе скучал. Он говорит, он скучал. Я тоже. Кия, Барду. Аю. Да. Уже он тебя, ты его так истомила, что он уже в любви тебе признается. Да? Петушок один выскочил из клетки и прыгает сам один. Петушок, ой, красивый такой, да? Красивый. Так он может и убежать. Они очень любят фотографироваться, сниматься и постоянно нас просят: сфотографируйте нас, сфотографируйте нас. Кибир халас, бихамастаф. Ашарпхена, сах. Кибир это большой, сугайер это маленький. Кибир халас это самый большой. Я всегда прошу шалимо и потом пью из трубочки. Суд гиддан. ايوه طبعا Он очень счастлив, что ты пришла. Очень счастлив. Но он не... حلاوه Ты хочешь халяву? Я хочу халяву и кофе. يس Yes. так حلاوه ماشي Видишь, а вот вы говорили, он не пригласил. Он просто растерялся и не мог тебя угостить. Я так на мужчин делюсь. حلاوه من دي Какую ты хочешь халяву? Но у нас еще небольшое продолжение, пока мы ждем, пока нам принесут кофе. И мы зашли посмотреть гуаву. Гуава недорогая. Вот эта гуава 25 фунтов стоит. Там сауаш рингини. А эта гуава немножко такая уже очень спелая, 12,5 фунтов. Из гуавы, я гуаву сама не очень люблю, но из нее получается очень хороший сок. Я беру вот такой вот, как халат по-арабски называется, а у нас называется миксер. Режу туда вот эти гуавы, добавляю немного воды, немного сахара и делаю в блендере, и потом заливаю в бутылку. Получается из килограмма гуавы, наверное, литра 2 сока. То есть, потому что она очень густая, поэтому обязательно нужно добавлять немного воды и немного сахара. Тогда получается очень вкусно. Некоторые любят косточки убирать, потому что у нее очень такие мелкие косточки. Но я делаю с косточками, потому что это полезнее с косточками. Вот, в прошлый раз мы были, но не было вот этой хурмы. А сейчас появилась хурма, она очень мягкая и спелая. По-арабски хурма это очень легко вам запомнится. Это кака. Кака. По-японски, кстати, точно так же, кака. Вот так. Свежее мясо. Свежее мясо – это самое дорогое мясо. الزبون بيحب يشوف لحمة القطع قدامه والسكين. Люди, покупатели очень любят, когда мясо покупают прямо забитое, свежезабитое, а не из морозилки. Они специально одевают такие галапеи, где видно вот эти капли крови, что мясо только что свежезабитое. Когда они видят, что у него в каплях вся галапея, они понимают, что он только забил эту, вот это мясо. Люди, особенно дети, они не очень любят есть фрукты. Ну вот просто вот когда фрукты лежат, они могут и лежать, и долго лежать, и залеживаются, и приходится выбрасывать. Здесь можно сделать салат из фруктов. Вот есть сейчас гранаты, тоже гранаты немногие любят вот так колупать. Добавляют, вот и наш знакомец, который говорил «без», опять он «без» говорит. Иди сюда. Он не знает, что он ютуб, правда? Да, он знает. Так, в общем, мы берем вот эти фрукты, моем, режем на кубики, складываем все вместе, и потом можно добавить или мед, или орешки, или добавить сладкий йогурт, все перемешать и подавать к столу. Это очень вкусно и полезно. Вот дети, между прочим, гораздо охотнее будут есть салат, чем вот отдельные фрукты. Еще тоже вот гранаты, сезон гранат. Многие не любят колупаться в этих гранатах. Я знаю очень хороший, простой способ, как очистить гранаты.
Нужно разделить их на половинки. Гранат, прям не стесняйтесь, что сок течет, пусть он течет на тарелку. Просто нужно взять половинку, вот так, себе в руку и очень сильно стучать какой-нибудь тяжелой ложкой или деревянной ложкой, тяжелой. Очень сильно стучать по этому гранату, и с него будут вываливаться вот эти гранатинки. Потом вторую половинку точно так же, пока они все не вывалятся. И вот так очень легко почистить гранат. Сок можно просто слить в стаканчик и выпить. Или просто выпить. Очень легкий способ, кстати. Я так делаю, несколько гранат сразу вот так вот чищу и ставлю в холодильник в маленьких поддончиках. И с удовольствием ест у меня и сын, и мы сами едим. Он такой очень щедрый и говорит, чем вас угостить? Мы говорим, ну угости хотя бы чем-то, кофе нет, этого нет. Но он говорит, я вам принесу швепс. И принес нам 1 на 2 вот эту вот баночку. Мы не знали, как разделить. Но Виктория сказала, ну пей уже ты. Наверное, на следующий раз он принесет тебе. На следующий день, если ты придешь к нему, он тебе принесет еще 1 баночку. Только 1 в день. Здесь продают халавият. Очень вкусные вот эти вот жареные всякие. Битефель. هي بتحب محمد صلاح؟ А ты любишь Мухаммеда Салаха? Тебе нравится Мухаммед Салах? Добрых мужчин. Я бахеп Рагель Таиб. وانا راجل طيب. Таиб, она Арфа. Она говорит, ты что любит добрых мужчин? Он говорит, а я добрый. Ну все, Ну давай как кофе. раз. Алишан Ди и Басхи Айза кафе. اجيبوا لها كافي حار؟ Есть? Давай. Ну, Потому что мы будем делать. ты его побольше поснимай, потому что в разных تعال этих نصور- ولا вариациях. نصور هو وانت. Я, كرش كبير да. اكل اللحمه بيعمل كرش Любят мясо, поэтому у них вот такой вот животик у всех. Значит, он богатый. Если он ест много мяса, значит, он богатый, и у него вот такой вот кузень. دي زمان فول تشيكن ده ايه تشيكن А этот ест только курицу, поэтому он такой худой. Смотри, кто из них богаче? Этот ест курицу, этот ест мясо. Куайс, hello, гиддан. ده بتاع تشيكن بتاع فراخ Да, это chicken man. Говорит, это человек-курица, а ты человек-мясо, да? Вот смотрите, вы знаете, что на Новый год часто появляются апельсины, мандарины, а появляются они вот сейчас только. Сейчас только самые свежие апельсины. Не смотрите, что они зеленые, они внутри сладкие, просто это вот свежий урожай. Обычно свежие апельсины дешевле гораздо, чем прошлогодние, которые используют сейчас в основном на сок. А эти тоже можно также чистить и есть. Они довольно сладкие и вкусные. Но я больше люблю оранжевые. Вот зеленые почему-то не знаю, не совсем. Полкилограмма. Вот такая здоровая. Бикамди? 130. Вот, сказал по-русски. По-русски. Скалям Руси? Килограмм стоит. Ну, если 130 половиной килограмм, 260. 260. Метену сатин, сах? Кило. 80 Метену таманин кило. 280 фунтов. Как мясо. Почти как апельсины. Так, апельсин, мы уже говорили, это буртукан. Буртукан. Это по-арабски. Яблоко. Это, как ни странно, не самый распространенный фрукт в Египте. Здесь яблоки очень редкие, часто привозные. И сезон яблок очень короткий, местный. Это даже не местные яблоки. Местные яблоки, они другие. По-арабски яблоко это туфах. Туфах. Сах? Да, туфах? تفاح. Туфах. Apple. Да, apple. Бикам туфах. 60. 60 фунтов. Только вдумайтесь, гранаты 25, финики 15, а яблоки 60 фунтов. Это $2 за килограмм. Это очень дорого. А буртукан бикам? 20. А вот эти апельсины 20 фунтов. 60 и 20. Разница большая. Поэтому яблоки здесь очень редко мы покупаем. Я говорю, когда мы с мужем своим познакомились, он такой щедрый был, я даже вообще была в шоке.
Он меня водил и в ресторан, и туда, и на пляж, и покупал. Вот все, что я захочу, где сяду, всегда все покупал, всякие, все, что я не захочу. А вот это хочешь, а ты поела, а ты не поела, а ты не голодная. Я очень удивилась, для меня вот это было что-то слишком, какая-то сверх даже забота, что египетские мужчины вот такие вот заботливые. Ну, а этот не догадался нам даже сладкого в прошлый раз дать. И принес только один. يظبط معاك الكلام قولي لها قولي قوي ويظبط معاك الكلام. Он очень сильный, говорит. Хадретак Исмаке. الحاج محمد Хаг Мухаммед. Хаг Мухаммед его зовут. Айш Хена? عايش في الغردقه Фильхардага Минзаман. من زمان. Очень давно живет в Хургаде. А это что, они одеялами накрывают все, да? Да, они потом одеялками накрывают все вот эти фрукты. А, еще, знаете, здесь не закрываются магазины, не закрывается вот рынок, потому что здесь, видите, даже нету у них никакого ворот никаких, ни дверей, ничего. Просто открытое вот такое помещение. Они просто на ночь накрывают одеялками, и здесь кто-то спит у них. Ну, а может и не спит. Ну, скорее всего, кто-то спит. Я часто вижу на рынках. Опять же, они работают допоздна. Они, может быть, до часу ночи работают. И вот эти фрукты свои просто накрывают вот этими покрывалками, одеялками, и все. И никто здесь ничего не ворует. 300. Да, они все здесь говорят по-русски. Сколько грамм? Да, Минфин. А откуда это? Из Судана? Асуан. Из Асуана египетский каркаде, он очень сладкий. Из Асуана. Очень темный. Это будет очень красный, очень насыщенный вкус. Очень интересный вот этот фрукт. Эшта. Ишта называется. Ишта. Он очень такой вкусный. И напоминает немножко такой вот еловый запах, ну, еловый привкус, но очень сладкий. Сахарное яблоко еще называется. Да, Ишта, бикам Ишта. 150 фунтов за килограмм стоит Ишта. Это очень дорогой фрукт, не дешевый. Поэтому его можно купить вот одну штучку и полакомиться. Здесь много маленьких косточек коричневых, но очень сладкий, вкусный фрукт. Мне нравится Ишта. Это очень полезный фрукт, кстати. Но это опять гуава, это опять манго, это красный манго, зеленый и всякие разные сорта. И опять здесь финики. О, да, балях, сах. Балях 15 фунтов, хамасташ аргини. Ну вот их так сырыми не едят. Мишмункин акуль заикеда, сах. Лязим амаль хага маади, сах. Я их сырыми ела. Да, ой, я не представляю. Они такие, так вяжут. Хуже этой каки. Ну, как тоже в прошлый раз мы не видели вот этот овощ. Это батата. Батат, это сладкий батат, сладкий картофель. У кого проблема с холестерином, это очень полезный овощ, который можно есть, чтобы уменьшить количество холестерина в крови. Он стоит всего 10 фунтов. Он дешевле, чем картошка. Картошка сейчас стоит 18 фунтов, а батат 10. Ашарагини. 1-0. Ашарагини. Вот такой вот фрукт. Его надо, наверное, варить, а потом поджаривать. Еще его часто запекают в духовке. Ну, есть разные способы. Но здесь можно купить уже готовый, потому что здесь ездят вот такие вот такие печки, мини-печки развозят и готовят, очень вкусно готовят его. Ага, пока. Какие арабская женщина красивая, видишь? Все покупают, каждый. Найс, Гамиля! Мы покупаем зелень, как обычно, это гаргир, еще кузбара. Бадунис, да, я всегда путаю бадунис и кузбара. Это кинза, да. Не любишь? Давай тогда бадунис. Да, и еще один вот этот пирог. Шабат. Шабат. Гаргир? جرجير سلطات سلطات Давай. سلطات Уахат, Тани. سلطات Месси, тамам. Шутник. Так, вот такая у нас зелень. А зеленый лук? بصل Басаль. Басаль Ахдар. بصل اخضر
Сах? اخضر بصل Ахдар басаль. بصل اخضر Басаль ахдар. Лук зеленый, зеленый лук. В Ютубе есть, я не знаю, Кира. А? Он у меня в Ютубе есть. Да, уже есть? Да. Ну, отлично. Фельфель ахмар. Красный перец. Кис, да, кис. Можно спросить, мумкин кис? Можно пакетик? Арба. سلطات 4 Арба салатат. Кис. ليمون وليموناته يرجيك Тамам? تمام Шукран гиддан. Мы получаем от них, мы говорим шукран гиддан. И они говорят афуан гиддан. Мы говорим спасибо большое, они говорят спасибо, пожалуйста, большое. На праздник они все, у них праздник, и все покупают вот такие сладости. Вот. А ну тут что? О, супер. Hello. The sweets. Sweets, why you buy sweets? Because this day is the birthday of our Prophet Muhammad. День рождения профита, Prophet Muhammad. день рождения пророка Мухаммеда. Yeah, that's И why поэтому we все покупают вот такие сладости. We celebrate the like we eat something sweet. At home? At home, anyway. You give it to your friends, to your For me and family. for my family, my friends. Ага. Мы просто сейчас зашли, нам нужно купить каркаде. А так, если вам интересно, мы в следующий раз придем и сделаем обзор всех специй. Здесь очень хороший магазин. Здесь есть абсолютно все специи, которые делаются в Египте. Вот, спасибо вам большое. Он спрашивает, что такое максуфа. Максуфа это значит стесняешься. И он спрашивает, а ты что, стесняешься? Ну, я говорю, да, она стесняется. Максуфа. Максуфа. А это его друг, Ахмед. А это 150 грамм. Это вот такой большой пакет, 150 грамм всего. И сейчас он тебе еще один пакетик сделает. Это очень удобно хранить двух пакетиков. Да, это очень полезно. Мой сын тоже стал делать сейчас вот это каркаде себе. 150 грамм, видишь? 42 фунта. 150 грамм. Сейчас быстренько кофе попьем, да, и пойдем, потому что у меня еще дела и работа. Ну, лучше ты пей. Нет, ты пей. Пусть бы я пью, ты же не дождемся. Да? Давай ты пей, я не хочу, правда. Нет, не скажи, вот нам Мухаммед принес. Так, задобрить нас, чтобы потом жениться. Он рассказывает, какой он хороший. Я говорю, ну, откуда мы знаем, ты хороший или нет? Он говорит, ну, тогда узнайте, какой я хороший. Хороший. Да? Ну, а я люблю квас из каркаде. Как-нибудь тоже дам рецепт. Спасибо большое. Вот какие у нас покупки. Сегодня, смотрите, в каком прикиде. Не в Галапее, Фин-Галапея. Найс. Фин-Галапея. ده شغله كده يعني. У него такая работа, он даже не ожидал. Он не ожидал, что ты придешь, так бы он прибарахлился бы, одел бы какую-нибудь красивую галапею. Вот часто облокачивается на машину, некоторые пишут какие-то контракты, я иногда выхожу Машину греют, я не скажу. Да. Камиля! Убегают. Вот где-то после 6 часов вечера, вот сейчас как 6 часов вечера, здесь начинается самое такое движение. И машины ездят. Прям выезжают все машины на дороге. Вот сейчас вот только мы проехали, там какая-то полиция стояла, может кто-то столкнулся или что. И обычно здесь египтяне, они такие зеваки, сразу набегают, куча народу, все останавливаются, выскакивают из своих машин и бегут, сломя голову. Ну вот сейчас именно начинается. А вечером здесь будет вообще столпотворение. Только вот днем более-менее можно спокойно поехать, ездить по дорогам. Потому что вечером здесь будет просто аншлаг. Ну и опять же, как мы уже говорили раньше, что ездят как хотят, сигналы часто не показывают. Видишь, вот показал сигнал, но обычно они просто сигналят и едут. Сигналить они любят. А вот знаки показывать, вот эти вот поворотники, не очень. Вот, опять же, люди возвращаются с работы. Посмотри, в маршрутках, полные маршрутки возвращаются
Ну, обычно в это время, потому что в отелях работа заканчивается именно в это время, и они возвращаются. А, опять же, здесь вот недалеко автовокзал. Видишь, как ездит? Здесь очень много вот этих мотоциклистов, которые мешают движению. Ой, смотри, куда он залез? Как он поехал? Посмотри, он сел на бак для этого. А, да, да. Зачем он так сделал? Замерз, что ли? Погреться решил? Ой, я не могу. Какие они смешные. Я такого в жизни не видел. Как можно двум женщинам купить одну баночку Ты напитка? все никак не Я успокоишься. такого не видела за всю жизнь. Вот себе едет, у него свой Мерседес. Ага. Ну, конечно, это удивительно, Ир. Да, удивительно. Ну, это я тоже первый раз вообще-то, потому что египтяне, они обычно, и ты не хочешь, они тебе всунут эти всякие соки, там, чипсы какие-то. Ну, я обычно не ем, у меня гости некоторые, которые постоянно приезжают, постоянно, вот если он идет деньги платить мне, он все время приносит баночку сока или там что-то, или мне, или там сыну. Ну, в общем, они гостеприимные довольно. А этот что-то как-то, наверное, растерялся.